посмотри, какие красивые. Оп. Видно, трасса угадывается, туда направо уходил ус. А дрова-то золотые. В тайге-то живем. Давно уже без лобового не ездил. Немножко лежневки. И все, а дальше ветка разобрана. Вот такой вот поселок. Вот, как выяснилось, не так много на севере лесовозных узкоколеек осталось, чтобы говорить очередная. Но на севере почти все узкоколейки лесовозные, и это не являлось исключением. А начинается она в поселке Кизима, что в Устянском районе Архангельской области. Еще, ты только вдумайся, в 1947 году здесь открыли древообрабатывающий заводик. Ну еще бы, время послевоенное, пиломатериал очень нужен. А в Архангельской области леса завались. Вот и открывали различные предприятия. А конкретно на этом, в Кизиме, вскоре после открытия стала работать и узкоколейка. Протянулась она на юго-восток от поселка. Точных данных по максимальной длине мне найти не удалось, но даже по старой карте видно, что это была не очень крупная дорога. Но все же пара лесных поселков была – Железнодорожный и Первомайский. Они уже давно выселены и ликвидированы. Как это часто бывает, с развалом Советского Союза предприятия и дорога тоже приходили в упадок. Ну, сам оцени динамику. На 90-й год было 11 действующих тепловозов, а на 2005 всего 2. Сейчас, конечно, ни о какой вывозке леса речи уже нет. Хотя дорога еще лежит и позволяет как местным жителям, так и нам, путешественникам, с комфортом добираться в лес. Осталось что-то около 30 километров магистрали, которые нам сегодня очень надо проехать. Вообще интересно получается, что соседняя Лойгинская узкоколейка, буквально она отсюда вот рукой подать, некогда крупнейшая узкоколейка в стране, сейчас разбирается и... может в этот, может в следующий год будет уже полностью уничтожена. Больше 200 километров путей. Здесь же маленькая Кизимская, она продолжает существовать. Но это не удивительно. Она имеет очень большое значение для местных жителей. Настолько большое, что они отстаивали эти рельсы чуть ли не с оружием в руках. Много кто покушался на эту дорогу, в том числе в этом 2024 году по весне. Дальнюю часть дороги подразобрали, и мостик тоже спилили на металл. Но там вроде как негодяи, которые это сделали, были найдены, и они обещали все вернуть и восстановить. Местные поддерживают и путь в исправном состоянии, и мосты, и усы, потому что у них там такие избы шикарные, сложенные из сруба, мощные, капитальные. Организованы там такие шикарные зоны отдыха, что многим на зависть. Ну все, дрезина собрана, стоит на рельсах, готова. Я тоже готов. Плюс еще обшик от клещей. Лук модный навел. Уже традиционно включаем запись трека GPS. И заводим наш пламенный мотор. Ой, молодец, дорогой. Но вначале я предлагаю поехать не в дальние дали, а на начало дороги, чтобы мы ее посмотрели с самого начала. По переезду давно не ездили. Сойдем, не сойдем? Не, нормально. Половинки от вагонов тут. Ну а что, станция рядом, оно и логично. Тоже тут отставленные гаражики с пионерками. Колея немножечко гуляет, но вроде как выдержана. Хотя наката по ней и не видать. Здесь, конечно, стоит техника для заготовки леса. Рельсы какие большие сразу. Где-то здесь неподалеку был нижний склад. Здесь видно, что не земля, а все вот в каком-то в битуме, что ли, затвердевшем. Да, вот здесь вот самые первые гаражики. Ну, как сказали местные жители, а именно Сергей, за что ему отдельное спасибо, дорога уже не особо-то используется. Ну-ка, рельсы-то есть, все, рельс нету. Дорога не особо сейчас используется, все в основном ездят, идут по реке, на лодках, на моторе. Там как-то оно типа попроще.
Вот, поэтому эта дорога находится в какой-то степени под угрозой, потому что когда особо не используют, велик риск, что, ой, значит, не надо, значит, можно что-то там тиснуть. Вот, к сожалению, да, были прецеденты. Конечно, удивительно видеть количество пионерочных гаражиков, и все под замочком. Значит, классика жанра. Если есть замочек, значит, есть какой-то хозяин. Значит, наверняка там дрезинки стоят. Вот. И тут куча лесозаготовительной техники. Грейдер, такой вот транспортер. Что только... Ух, какая эстакада-то мощная, а! Да, лесовозный прицеп. Урал, Элизиум. Ну, классика, классика. Так что здесь, в принципе-то, работа еще проводится. Еще как. А здесь целый мехдвор. Давай его посмотрим немножечко так, одним глазком. И вот сразу едет каракат, глухарь. Вот это техника для этих мест, а? Вот это круто. С повозкой. Привет. Вот как-то так. Вот на таких Уралах по лесу только и ездить. Ну или на таких глухарях. Да, не удивлюсь, если это фонд запасных частей, оставшийся в наследство от более сытых времен. Ну и куда же без стрелевочника. Конечно, на фоне современной техники он смотрится, ну, как игрушка. Хотя тоже техника могучая, но вот эти форвардеры, харвестеры, они все заменили, что было раньше до них. Оно сразу все стало резко устаревшим и неактуальным. Ну как же где-то в лесной промышленности без ее высочества Шишиги. Прекраснейший автомобиль в разных целевых назначений. Можно сказать, что это, ну, практически российский унимог. Что примечательно, из Шишиги один замечательный молодой человек даже автодом собрал. Очень красивый. Бродяга Бус. Ссылочку на его канал оставлю в описании. Это не реклама, человек просто действительно замечательный. Рекомендация от сердца. Я, конечно, понимаю, что это немножечко не целевой момент. Все-таки мы здесь приехали на узкоколейку посмотреть, но зачем узкоколейка, если нет людей? А люди — это всегда самое главное. И какие-то приметы быта, такого старого, олдскульного быта. Здравствуйте! Можно наблюдать даже сейчас. Москвич 412 на старых номерах. Ты посмотри, какая красота! Еще хром сохранился. Дополнительные стопори, вот эти вот кругленькие. Черные номера, бампера хорошие. Слушай, прям такая техника-то с виду очень даже. И не могу сказать, что он какой-то гнилой. Правда, немножечко дровами завален, но ладно. И смотри, как красиво сделано, что зеркала заднего вида на крыльях. Вот это да! Вот это техника! Ух. А вы как, здесь в Кизиме живете? Конечно, где еще? А как вы здесь выросли, родились? Нет, родилась я на Украине, в Запорожской области. Ага. А сюда как попали? Вроде где Запорожье, а где А нас Кизима? папа привозил сюда за длинным рублем. А, северные. Да. Так и остались. Ни Понятненько. папы, ни мамы, а я тут такая. Ага. И на что вы сейчас живете здесь? Пенсия? Ну, копеечная, правда, ну, пенсия. Ага. А хозяйство какое-то ведете? Не. Какое хозяйство? Кот был, тут собаки разорвали. На 16 тысяч цены в магазине астрономические. Московские. Так что тут себя бы прокормить. Они... Для этого было подешевле. У меня и 2 кота было, потом один пропал, второй остался. Так это самое... И рыбу им, что он мне только не ел. А сейчас цены-то в магазине. Ага. Себя бы прокормить. А коммуналка? Хватает на все пенсии-то? На еду, на коммуналку, одежду какую? Ой, да, можно сказать, и не хватает. Можно сказать, и не хватает. Ну, понятно. Чего 16 тысяч по этим ценам-то? Вот на узкоколейку приехал, у меня дрезина своя. А Вот. на наш? Да, я на YouTube, в интернет снимаю про узкоколейки. Нравятся они мне. Вот приехал про ваше кино сделать. А мы на них, ой, сколько годков проездили и по клюкву, и по чернику, и... А сейчас ездите?
Ну, мне уж 62 года, мне уж сын с собой не берет. Я вся на болоте об кочке споткнулась. Ага. Ножки-то начали болеть, так. А раньше постоянно ездила. И на 16, и на 17, и везде ездили. Ага, там по Клюкву? Да, и пешком ходили. Ага. Тепловоза не дождешься. А домой-то хочется? Да. Пешком ходили. Ходили с 16-го, 17-го вот до завода-то. Пешком ходили. А поселок Заводской называется здесь, потому что здесь древесный завод этот был, да, чья узкоколейка? Знаешь, что честно, завод и завод. А я сюда приехала, пошла в 5 класс с Украины-то. Почему он так называется, завод? Не знаю. До сих пор не знаю. Понятно. Ну, завод и завод. Лесозавод. Ну вот да, вот лесозавод как раз он и есть. Не знаю. Это кто его так назвали, кто были, как тебе сказать-то, это мне сын объяснил. Кто первый приехал, это вообще лес был. Ну да, да, вот здесь, они лес убрали, вот поселок-то построили. да, после войны. Да, и вот самое, они кто-то и называли. Хотя я тех первооткрывателей-то, ой, это какой километр-то, полжды-то. Когда там стоял поселок Первомайский, Да. я там в детский садик ходила. Да вы что? Да. Его ж там в конце 60-х уже выселили, поселок. А я Нет, я 61 год рождения. Ага. Я там в детский садик ходила, на горшках из земли сидела. Мне мамка рассказывала, я не помню, я ж ребенок, с Юрой Смирновым. Ага. И, говорит, рядом на горшках сидели. О как. Во как. Ну, я ребенок, говорит, что-то помню, что-то не помню. Так что у нас так-то ничего вроде бы. Да очень даже ничего у вас, хорошо. Только летом, Только не зимой. Зимой тут кошмарики. Деревня и деревня. Ну, север. Я так понял, газа нету, печами топитесь. Дрова надо, а дрова-то золотые. В тайге-то живем. Очень золотые. А ты что там меня снимаешь? Да. Елки зеленые. Я сначала думал, да или нет. Ну, я так, на память. Я, что не надо, я вырежу. А то, думаю, какая старушка стоит там. Да вы что? Понимаете, вот когда я куда-то езжу, и вот чем дальше вот вглубь я еду, тем люди интереснее встречаются. Вот в чем дело-то. А вот кто в интернетах сидит, вы знаете, какой дома. большой интерес посмотреть, вот, а как люди живут. Это ж так интересно. Вы представляете, какая у вас судьба? С Запорожья, в детстве, за длинным рублем, здесь. Там поселки-то выселены в середине того века, а вы их помните, в них жили. Ну, я в детский садик ходила. Да это помню, из крыш снег прыгали в валенках-то. Так что жили-то вроде ничего. Это сейчас хреново. Вон в магазине цены. Ну да. У меня мои пенсии, так, короче, так скажу, записываешь, так. Пишем. Я сейчас не живу, а я существую на свою пенсию по их ценам. Ну да. Цены Федоровской. Ну, а ей все мало. Ну, я думаю, она их тоже не от балды ставит. Там же это надо ей купить, это все довести. Это понятно, я понимаю. Бензин, солярка, Да. привезти, увезти, Да. это я понимаю. Ну, сама живет где-то в Турции, приезжает только за деньгами сюда. Ну, честно говоря, как по мне, так правильно делает. Поди плохо. Да, а я на свои 16, поди, так, короче, так, куплю хлеб, соль и вода. Все, хватит мне на пенсию покушать. Поди, наверное. Кошмар какой. Поди, наверное, хватит. Там цены у них охренеть. И выбирай чего. Ага. Ага, вот ага. А таких сетевых магазинов у вас нет? Там Пятерочка, всякие Дикси. Не знаю, как в леспромхозе. У нас на заводе вроде таких нету. А, вы с завода дальше туда никто не ездит, не ходите, да? Ну, если на машине, то бывает, может и есть, только машина есть. А я пешком куда с больными ногами-то? Ну, тоже да. Ближний магазин есть. Вот у меня сын, например, сбегал, хлебушка купил. Ага. А так и не знаю. Вот в леспромхозе там их... Вот в районе их говорят, там много. Угу.
этих вот магазинах-то. У них-то просто там цены-то вроде как зарегулированы. Ой. Они от балды не по... Просто интересно было бы сравнить, вот как у вас и как там. Это не знаю. В районе, говорят, намного все дешевле. Ага. Очень, говорят, намного. Хоть получай пенсию копеечную специально и поезжай за продуктами в район. Так опять на пригородку, на билеты сколько истратишься. Ну да. А район это куда? Октябрьский. А, в Октябрьский. Да. Ага. Все, Там, говорят, все намного дешевле. А тут вообще охренеть. И что я могу на свою пенсию купить? Ну, это на 16, разве пенсия в наше время, если там цены вон какие? Старую-то морщинистую не шибко-то, Не шибко, не шибко. а то страсти мордасти. Не-не-не, никаких страстей. Только добро. До свидания. И так же. А как тебя хоть зовут-то? Максим. Максим? Да. Ой, у нас тоже знакомых раньше Максимов было. Да, нас много по земле бегает. Давай тебе здоровья. Спасибо, до свидания. Вот такая вот беседа получилась. Ну а тут целый половина вагона. Вот нравятся мне такие вот реликты прошлого. Еще даже, смотри, трехграночка осталась здесь под ручку, замочек такой, флажок. Здесь 2, а их должно быть 3. Ну-ка, давай глянем, что там внутри-то. А внутри склад запчастей. Все, уже вагон выпотрошенный и пустой. Только вот та вот стенка торцевая осталась. Такая более-менее еще родная. Какого она там, синего вроде цвета, да? Все равно не устану удивляться. Такой вроде бы мощный трелевочник. И какой он игрушечный по сравнению с современной техникой. Комацу. Так интересно, как сделано. Как тележка, на ней 2 колеса и вот по центру опора. Да понимаю я, что кто на них работает, это все давно понятно и ясно. Мне, как человеку далекого от этого, это, конечно же, безумно интересно. Так что прошу с пониманием отнестись. Ах, вот такое вот тут хозяйство, машинный двор. Ладно, не будем особо тут лазать. Мы здесь гости непрошенные. Пойдем-ка лучше на узкоколейку. Знаете, пока особо тут нет никого. Чисто интерес ради глянуть. Есть ли тут вообще дрезинки-то какие? Ну-ка. Есть. Ну-ка, тут тоже есть. Причем они такие, да? Смотри. Угу. По центру такой пропил, там посадка. Ну, практически классические такие варианты пионерок. Эх, жалко, не видно. Снаружи на такую бы посмотреть, а? Эх, ладно. Ну, не может же вести постоянно, правда же? Пионерки с двигателями от бензопилы «Дружба», они уже отошли в прошлое. Вытеснили китайские 4-тактные движки. А тем временем дрезинка заведена. Прожектор мы наперед. А вот это мы раз, два, иди сюда. И на себя. Все, теперь без нас не уедет. И надо ее немножечко на рельсы. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Все, мы готовы. Так что пока кизима, мы едем в леса. Конечно, приятное состояние пути. Хорошо, что смотрят за ним. Эх, Жигули. Экспедиция на Жигулях. Удачи, брат. И минуя бесчисленные гаражи, мы начинаем наше путешествие. Здесь когда-то стрелка была. Понятное дело, станция. А, еще одна. Да, быстро лучше не ехать. И сразу попадаем на такой вот мостик. Ух, красивый мост. А рельсы какие мощные, а? И речка.
Тоже там часть обвалилась, но все выглядит безопасно. Давай немного глянем, что это вообще за мост такой. Что он из себя представляет. Такой тут есть спуск опасный. Так. Вода-то какая темная, красивая. И вот такой мост. Выглядит, кстати, вполне себе надежно, как по мне. Из шпал сделано, все хорошо, кругляк уложен. Тоже верхние шпалы все пропитаны. Ну, видимо, с широкой дороги пополам рубят и сюда кладут. Почему бы да? Дорога очень нужная, дорога очень важная. И видишь, как рельсы, они так волной ходят. Ну, а нам пора наконец-то в лесочек. Сразу нас обнимают деревья со всех сторон. Тепловозного движения тяжелого подвижного состава давно уже нет. Только пионерки. Поэтому лес так вот обхватывает эту дорогу. Красота! О, еще один гаражик. А тут смотри, тут прям... Ничего себе! Пойдем посмотрим. Здесь не просто гаражи, здесь целые такие землянки с пиццом для пионерок. Ух ты ж, ё-моё! Чего только не придумают, а? Из шпал сложено, правильно, криозотом пропитаны они, долго гнить будут. Логично, логично. Такие вот ворота из полосы. Ну-ка, там есть что-нибудь? Не, нету. Только пружинки вон остались. Да, и там обвалилась, ага, кровля. А где-то еще и замочек висит. Так что, может быть, там какая-то и дрезинка находится. Вот таких я гаражей еще точно не видел. Очень интересно. Ну и да, такой небольшой круглячок, чтобы до путей добраться. Да, больше на какое-то пристанище бомжа похоже. А это даже с вентиляцией, видимо, чтобы не гнило. Похоже, теперь все. Начинается лес. А здесь я предлагаю поступить как обычно. В основной серии про узкоколейку я тебе покажу самые какие-то интересные места, моменты. Вообще расскажу про путешествия. А во второй серии дополнения будет просто дорога вот от конца до самого начала. Такой неожиданный переезд. Зимник по размеру протектора, который оставил эти следы. Я думаю, понятно, какая техника здесь эксплуатируется. Ну, то, что мы уже видели там в начале. Всякие там шишики, форвардеры, харвестеры. Вот это вот все. Интересно было попробовать вот в такой вот лес, в такую целину поехать на такой технике. Я думаю, это было бы незабываемое приключение. А с другой стороны, смотри, в луже головастики. Вон сколько лягух будет. Греются, водичка теплая, хорошо им. Питаются, растут. Вон их тут сколько много. Еще совсем малыши. На сперматозоиды похожи, да? Настоящая узкоколейка. Когда только лес, тоненькая просека и два рельса. Но здесь хотя бы их еще видно. Они не все в траве. Дорога выглядит очень классно. Прям позитивно. Рельсы такие хорошие, мощные, увесистые. Конечно, не возникает желания гнать, а вот именно насладиться поездкой. Вон, посмотри слева. Красиво как, да? Это чтобы колея была выдержана и можно было безопасно ездить. Ну и дальше протока уходит туда, в более нижнюю часть болотца, минуя узкоколейные пути. Молодцы, содержат, очень круто. Респект. А иногда и такие деревца нависают.
Тут главное клювом не прощелкать и по кумполу не получить. Ну, то есть, несмотря на состояние пути, вот такая вот комфортная скорость. Едем на почему-то северо-восток. Мы едем на юго-восток. Ну ладно, вот о чем я говорил. Только успеваю уворачиваться. Ой, птичка, видели? Красота какая, светлый участок. Ага, еще один мостик для протоки. Так, Илья немножко гуляет, но не страшно. Здесь еще один, второй следом. Действительно надо держать ухо востро и глаз да глаз. Да, проходим. Канава полна. Деревья нависают. Еще один просвет, еще одно болотце. Еще один зимник, видимо. Читается колея грузовиков. Такая целина, и все равно есть следы людские. Ага, и вот первая кривая. Давай здесь поаккуратнее проедем. Ох, не зря. Аккуратненько. Муравейник. Кривая, кстати, вполне себе нормальная. Какая же трушная все-таки узкоколейка, а? Да. И классное сочетание, знаешь, такой глуши, ну, казалось бы, ну вот, ну что это такое? И очень хорошего состояния пути, то есть ехать вообще не страшно. Задницей за сиденье не цепляюсь. Круто. Здесь как будто УЗ был когда-то. Как будто. И все в цветах. Очень красивая дорога. Очень удачное время мы сюда с тобой приехали. И желтые. А здесь уже маленькие рельсики идут. Узенькие, как будто 18-е. На них свой шарм ехать. Так постукивает все. Так, здесь был разъезд. Бывшая стрелка и остряк. Ага. А может и УЗ был. Сложно сейчас сказать. Какой звук классный. Что-то вроде как это все-таки был УЗ, а не разъезд. И не видно впереди следов стрелок, и как-то, ну, растительность такая, что не похожа на наличие разъезда. Да, это был УЗ. Какое удовольствие! Дорога очень эмоционально положительная. Вот едешь, бах, по тормозам. А почему?
А потому что еще одни следы бывшего уса. Посмотри. Это же стрелка здесь была. Вот у нас стричок. Другого не видать, уже сняли. И вот отходит вот этот вот красивый замшелый рельс. Бывшее ответвление направо. Вот его накладочки. Тут, конечно, стык тоже уже подразбитый. Здесь крепежа нету. Поэтому его и подразнесло. Ну и вот, пожалуйста, крестовина собственной персоной. Когда-то туда шел ус. Почему я так думаю? А ты посмотри. Вот они шпалки. Вот это вот гниль, это остатки шпал. И прям, читается, что туда шло, вот туда вот шел такой поворот. Деревья достаточно молодые, стволики вон худенькие. Да, здесь когда-то был железнодорожный путь. Хотя сейчас я даже не могу следа найти. Хотя нет, смотри. Вон они шпалки, видишь? Вон. Поперек лежат. Да. Вот тоже. Здесь когда-то был ус. А вот теперь рельсы прячутся в траве. Эстетика просто зашкаливает, как по мне. Давно уж так не ездил. Не видно, рельсы есть, нет. Здесь видно пока что. А там чуть дальше по травке, может, уже и будут прятаться. Ух, какая ель. Идеально. А едем рядом с таким вот болотцем. Сколько болот мы уже видели, а все такие разные. Вот это прям красивое. Вода стоит. Красота. Знаешь, эта штука не врет. Мы реально ехали вначале на северо-восток. Сейчас на восток, да. Потом на юго-восток поедем. Штука права. 12:54, время тоже совпадает. Класс! О, какой лютый зимник. Как это все выглядит летом. Жуть, конечно, да? Благо есть реверс, можно вот так вот раз, отъехать назад и заглянуть немножечко туда. Там тоже просвет. Да, такие дороги — это тоже свой отдельный мир. Конечно, более обширный, чем узкоколейки. Но и техника для того, чтобы здесь ездить, нужна соответствующая. Поэтому мы, наверное, ограничимся давай узкоколейкой. И резко вышли на такое поле. Красота! А цветы-то какие!
Хотя поле, мне кажется, с сюрпризом. Все-таки немножко на болото похоже. Ну, такое, волны, как все. Любо-дорого смотреть. Вот что значит железнодорожники содержат. Они в кривой контррельс положили. Очень редкая тема на узкоколейке. Очень редкая. Ты погляди. Все по уму. Господа, браво! И да, повернули, едем на юго-восток. Так что компас работает верно. Одобряем. А тем временем тут какие-то папоротники появились. Как будто в древний лес какой-то попали. Вроде лес и лес, такой он разный. Порой диву даешься. Сосенки, ели. Все, что душе угодно. И даже древние папоротники. Ну ладно, не папоротники. Но я думаю, ты догадался, что я имел в виду. А какие там мхи, лишайники. Ух. Красота. Очень эстетичный лес. Когда-то давно налево шел ус. Даже крестовину уже сняли, поменяли. А один остряк остался. Смотри, как интересно. Остряк есть, пошел рельс налево, а крестовины нет. И даже непонятно уже, куда он уходил. Сколько ж лет прошло. А с другой стороны ягодка растет. Сейчас-то ее еще нет. Вон сколько клюковки-то будет. Прекрасно, богатейшие места. Очередная болотина. Рельсы уже практически в земле. Красиво как, все в лишайнике. Вот такое болотце. О, пушица уже это, или как ее? Да. Скоро расцветет будет все это в белом пуху, как в Белом море. Класс. Болото такое, прям как из палаты меры весов. Все в бочечках. Вот сколько болот уже не видел, все равно не перестаю удивляться. Хотя, казалось бы, болото и болото. А то, что все такое разное. Вот узкоколейка. Казалось бы, два рельса параллельно друг друга лежат. Ну что тут можно? Все разные. Каждая дорога своя. Это мега кайфовая. Кизимская прям запала в сердечко. Очень крутая дорога. Сочетание вот такой глуши конкретной и состояние пути. Контррельс даже положили. Господи. Красота. Сейчас уже вода немножко сошла. А так, наверное, рельсы были по головку еще и в воде здесь. Но это уже кто знает, отпишитесь, пожалуйста, в комментариях. А так, да, комфортная скорость где-то 20. Быстрее не хочется. Опять повторение. Опять бывший ус. Да, стрелки здесь такие кастрированные. Вот только. Раз. И два. Тут столб какой-то, что-то помечено. Ну и прям видно, трасса угадывается. Туда направо уходил ус, когда добывали лес. Вот они, шпалы. Я думаю, прекрасно ты это все видишь. Ладно, едем дальше. Прям интересно. Я не знал, что здесь столько всяких усов отходило. Кажется, вон оно как. Оп. Пригнулись. Низко очень висело. Хотя мы едем, конечно, все по болотам, по болотам. Какой лес отсюда добывали? Такая сырость кругом. Конечно, с цветочками всяко веселее ехать.
ехать. Ну, давай поближе посмотрим. А то я тебе их все на скорости показываю. А, чуть не дотянул. Во! Ух ты! Глухари там были. Испугали мы с ними друг друга. Посмотри, какие красивые. Здорово, правда? Ах, какая ж красота! Так. А это первое ответвление, и оно должно вести на речку Икса. Я предлагаю сейчас туда нам и поехать. По нему видно, не вот прям часто ездят, однако пути лежат и должны быть прям до речки. Так что нам сейчас туда. Я же знаю, ты так любишь ездить по таким усам. Так, ну поехали аккуратненько. Не прилегание остряка, но я думаю, пойдет. Ага. Нет, не пошло. Таки жопа поехала прямо. Ладно, бывает. 2 секунды, и дрезина снова на рельсах. Да, использую вот эту вот страховку, чтобы, если упаду, дрезина не поехала дальше без меня. Ну что, давай попытка номер 2. Поехали. К речке Икса. Посмотрим, что это за речка такая. Я предлагаю сейчас проехать весь этот уз полностью, так сказать, одним дублем. Кому не интересно, ребят, смотрите тайм-коды. Там я все укажу, чтобы пропустить этот момент. А кому интересно, пожалуйста. Сразу вообще другая дорога. Такой молодняк по бокам растет. Красота! Да, давно все-таки мы с тобой по усам по таким не ездили. Свое очарование. Поаккуратнее. Коленям задевает ветками. Вообще классическая дорога. Просто класс. Аккуратнее, путь гулял. Но видно, что по ней ездили. Видно. Головки рельс чистые. Вот это мы с тобой забрались, да? Да, здесь, конечно, состояние пути похуже. Ну и скорости поменьше. Все в мху и клюкве. Невообразимый класс. Ты смотри, что творится.
Здесь как будто колесная техника ездила. Но, видимо, очень давно. Я так полагаю, мы едем сейчас в сторону старых разработок. Но могу ошибаться, так что в комментариях поправьте знатоки. А тут вот так. Да. Не хотелось бы так за поворотом Михаила Потапыча увидать. Ох, не хотелось бы. Как бы он тоже от неожиданности со страху не начал бы обороняться от того, кто не нападает. Так. Чем дальше в лес, тем гуще. Обалдеть. Вот это мы заехали. Давно у нас такого не было, друзья, на канале. Ох, давно. Высший класс. Проходим. Так, здесь какая-то коряга. Провалился, а тут почти все в болоте. Да уж. Это мы убираем. Да. Прям действительно здесь болотце такое. Это тоже уберем. Вот резинка. Куда забрались мы с тобой, да?
дальше. Дошли мы до места, где почти рельсы не видать. Почти. А ус тянется дальше и дальше. Хе-хе-хе. Надо снимать. Оставим это пока здесь. Облегчились, как встарь. Давно уже без лобового не ездил. Ох, сразу как ветерочек задул. Да, разница, конечно, есть, что не говори. Солнышко скрылось. О-о-о, прикольно как. В одну сторону, в другую. Прям как американские горки. Одна нитка то так, то сяк. Попеременно меняется их высота. Мини-завал. Жалко топорика вот нет с собой, а бензопилу расчехлять как-то жалко. Сейчас попробую просто туда перекинуть, да и все. Ну, продолжаем наше увлекательное путешествие. Так, дальше нас ждут кусты. Новый этап. А шпалы-то какие-то, посмотри. Шпал-то и нет, кругляк гнилой.
Мы над болотцем. Смотри, как красиво. И вон прям течение видно. Красота. Не, это надо пофоткать. Да уж, красоты. Поехали дальше. Мостик выглядит реально безопасным. Сказал он, тут же свалился. А здесь как по эстакаде идем. Бутовская линия московского метро. Тоже там до земли еще расстояние. Веточку. Угу. О, класс, вообще рельс не видно было. Ой, стык какой, напугал немного. Ну, как-то вот так вот комфортно ехать. Да, без топорика это большое упущение. Такая вот пика точеная, прям вот на уровне груди. Ну-ка, резина подсоби. Ну, поехали. Есть! Супер! Ох, не зря сняли. Ох, не зря мы сняли намордник. Да, ему бы сейчас было плохо. Так. Оп. Удобно. Так. Так. Дерево, если что, оно уже само упало, оно уже не особо-то желез. Так что не обессудь. Оп. А это ладно, это мы сейчас так проедем. Это уберем. Уберем. Нет, уберем. Вот так вот. Ага, тут мы нагинаемся. Аккуратно. Так, на этом приключения не заканчиваются. Это уже херня по сравнению с увиденным. Убираем рукой и едем дальше. Реально какая-то полоса препятствий, ты смотри. Вот. Едем тут, завалы разбираем. Это ладно, это вот так вот ее хоп. Просто пропустил через руку. Да, еще же назад ехать. А это мы только на первый ус, а там впереди еще один будет. Еще и главный ход ветка. Вот так вот. Дорога типа небольшая, маленькая. Ми-ми-ми. А серия-то в итоге по времени затянется-то нормально. С такими приключениями. Все-таки действительно расстояние измеряется, наверное, не в километрах. Или не только в километрах, но и в какой-то насыщенности событиями. Класс. Просто класс. Дорога прям дарит эмоции. Не на каждой узкоколейке так хорошо. А смотри, какой коридорчик прям для нас. Классно, что рельсы еще держатся. Нет такого, что путь расшивается под нашим весом. Ух, стрёмное местечко. Похоже, естественная протока воды. Нет, и смотри, это тоже следы когда-то были натрамбованы.
Просто обалдеть. Ты погляди на эту красоту. Вот при слове «дремучий» я представляю себе что-то вот такое. Просто класс. Ха-ха. Интересно, что УСУ конца и края нет. Я понимаю, мы так едем долго, потому что едем медленно. Но он прям бесконечный. Что не может не радовать. Красиво как. И здесь тоже когда-то лесовозы ходили. Следы видны. Ну, раньше работа была, да, у людей. Уехал в лес. А сколько ты там, как ты там, одному Богу известно. Жутко иногда рельсы накреняются. Но пока ни одного схода, что не может не радовать. Конечно, буквально несколько человек вот так вот следить, обслуживать всю линию — это огромный труд. Просто титанический. Низкий поклон, особенно, Сергей, тебе. По миллиметрам прошли. И хорошо, что притормозили. Смотри, какой мостик. Ха-ха-ха.
Какая прелесть. Ну, поехали аккуратненько. Блин, как же красиво, а! Просто шик. И вот мы прям стоим над водой. Мостик не страшный, максимум там, ну, ноги измочим. Красота. Да, ладно, едем дальше. Ага. А вот и все, да? Вот мы и доехали. Так. Немножко лежневки. И все, а дальше ветка разобрана. Вот такой вот конец этого уса. Ну, мостик, конечно, эпичный, что сказать. Идет такая вот тропа туда дальше. А далеко ли? Сижу тут грязный. Заслушался птиц. Летом в лесу вообще по кайфу, друзья. Просто хорошо жить. Кстати, судя по карте, Иксу как-то уже проехали. Либо здесь некорректно, либо это и есть Икса. Что делать в комментариях, мой друг, ты, конечно же, знаешь. Да, так выглядит это конечная. Я решил устроить привал. Немножечко банана откушать. Воды попить. Немного утомил этот туз. Очень он такой насыщенный, я бы сказал, на события. Вот. Мостик, конечно, эпичный. Мостик просто класс. Ну что, настала пора выдвигаться в обратный путь. Но это все останется за кадром. Ты это все уже видел. Но мостик, конечно, вообще красивый. Не особо страшный, не особо высокий. Но мостик молодец. Стык этот в воздухе. Паучок. Мистер Паук, ты куда? Ты зачем? Опаньки. Попытка номер 2. Да. Да. Ну все, дальше мне надо уклоняться от веток. До встречи на главном... Ой, смотри. Ящерка там была. Класс. Ну-ка, я ее вижу. Все, поползла. Убежала. Все прям по ногам. Видимо, сильный ветродуй был. А нахрена срать там, где ты живешь?